Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашим рукам и поговорим о том, к чему же чешутся наши руки, поговорим о приметах на каждый день и даже час. Поэтому обязательно досмотрите это видео, чтобы знать подсказки от высших сил и Вселенной. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. Знаете, во все времена мы все люди стремились дать объяснение различным природным явлениям. Если происходило что-то важное, то это делали боги, ну а в более мелких событиях обвиняли духов. Приметы же служили знаками свыше, которые при верной трактовке могли предупредить и о грядущих переменах, и о проблемах, и о несчастьях, или напротив, о каких-то счастьях. И таких подсказок у наших предков было достаточно много. Какие-то были связаны с бытом, другие с тем, как ведет себя тело человека в преддверии тех или значимых моментов. И сотни лет назад, к примеру, вопросы, почему чешутся руки, или горят уши, или зудит нос, были весьма актуальными. И давались ли на них конкретные ответы? Ну, конечно же, давались. Правда, тогда люди в попытках расшифровать подсказки судьбы, кто же не хочет по соломку подстелить себе вовремя, чаще всего шли к ведуньям, знахарям да колдунам. Чешется правая ладонь, чешется левая ладонь. А что же сегодня? Нынче все несколько проще. Толкование народных примет буквально в свободном доступе. Благо есть интернет, который открывает завесу многих тайн. Так что при желании и должных знаниях жить по принципу «предупрежден, значит вооружен» в условиях современного мира не так уж и сложно. Если, конечно, вы не отрицаете мудрость предков и готовы знать чуточку больше, чем позволяет логика и разум. В том числе и получить ответ на вопрос, к чему же все-таки чешутся руки. Чешется ладонь, и знатоки уверяют тот факт, что в какой неделе у вас чешется рука, ладонь играет достаточно большую роль. Говорят, обратив на это внимание, можно точнее спрогнозировать возможное развитие событий, а может быть и даже предотвратить их. Итак, чему же чешется рука в понедельник, вторник, в среду, четверг, пятницу, субботу или воскресенье? Итак, считается, что понедельник у нас день тяжелый. Однако, если у вас чешется правая или левая рука, знаете, это к легкой финансовой прибыли. Например, вы можете найти что-то ценное, как вариант, лотерейный билет окажется для вас выигрышным. Событие, конечно, радостное, но предупреждаем, свалившийся презент уйдет так же легко, как и пришел. Помните об этом. Если у вас чешется рука во вторник, то готовьтесь к встрече со старыми друзьями или со своими родственниками. Она пройдет в дружественной обстановке и принесет массу положительных эмоций. Далее, хорошо задумайтесь, если чешется рука у вас в среду. Значит, вы можете потерять деньги или кто-то попросит у вас финансовую помощь. Деньги к вам могут и не вернуться. Не стоит также покупать и в среду и какую-либо дорогостоящую вещь. Обратите внимание, когда чешется левая или правая рука именно в день недели четверг. Тогда беседа с близким человеком вам гарантирована. К сожалению, она не будет приятна и закончится, скорее всего, конфликтом. Поэтому советуем запланированную встречу лучше отменить. Если все же она произойдет, то сошлитесь на занятость и предложите поговорить в другой раз. Если же у вас в пятницу чешется рука, не расслабляйтесь, вас ждет очень выгодная сделка. Также это предвещает продвижение по карьерной лестнице и повышению по службе. Сюрпризом может оказаться и даже романтическое свидание. В субботу, если чешется правая или левая рука, отдохнуть в полной мере у вас не получится.
Неприятности, хоть и мелкие, настигнут вас, а надежды окажутся обманутыми. Планы тоже, скорее всего, осуществить вам не удастся. Утешение может принести ни к чему не обязывающее романтическое приключение. Прекрасно, если ваша рука чешется в воскресенье. Это значит, что вас ждет интересное путешествие. И ко всему прочему, можно надеяться на возвращение даже старого долга. Или вам преподнесут, как вариант, красивый подарок. К чему же чешется рука утром, днем, вечером и ночью? Вы знаете, с временем суток не все так просто. Те, кто в курсе дела, мы советуем замечать, в какой момент дня зачесалась все-таки у вас рука. Итак, если у вас чешется правая ладонь или чешется левая ладонь именно утром. Если в утреннее время чешется левая рука, ждите получения премии или повышения заработной платы. Правая к деловой встрече. Днем, если вы почувствовали зуд руки днем, и обратите внимание, если чешется левая рука, тогда ждите долгожданное известие. Правая, можете себе позволить крупные траты. Деньги все равно скоро вернутся к вам в семью. Ну а если вечером зачесалась левая рука, значит вы сможете принять ответственное решение. Если чешется правая, вас ожидает деловое предложение, которое ведет к хорошим переменам в жизни. Ну а если ночью зачесалась правая или левая рука, осторожно, пожалуйста, вас может ожидать денежная потеря. Также вы можете совершить ненужные покупки, которые ощутимо ударят по вашему бюджету. Также мы хотим обратить внимание, к чему чешется рука у женщины или у мужчины. Давайте начнем с женщин. Если чешутся руки у женщин, если чешется рука у женщин, то это вы можете рассчитывать на сюрприз, подарок или свидание. Незамужним девушкам этот факт стоит рассматривать и как предзнаменование. Встреча с противоположным полом может стать серьезной и привести даже к свадьбе. Есть, конечно, еще одна хорошая новость. Если у женщин чешется левая рука, это однозначно к финансовой прибыли. Ну а что, если чешутся руки у мужчин? Из-за того, что мужчины традиционно более настроены на карьеру, на работу, то зуд руки предвещает удачу в переговорах. Или, как вариант, к выгодной сделке. Также большая вероятность, что случится какая-то романтическая встреча, и избранницу мужчина захочет сделать хозяйкой своего дома. Но, разбираясь с руками, не стоит, друзья, забывать и про моменты, не связанные с мистикой. Как хочется сказать, что чесаться руки могут и по причине нездоровья их обладателей. Поэтому чешется правая рука, чешется левая. Если вы увидели, что это уже слишком долго и у вас возникают какие-то проблемы, обязательно обратитесь к врачу.